Всем привет, ребята! Сегодня я, Саша, на канале TuneItGo. У нас будет интересный ролик про Тулу. Тула — это город пряников, самоваров и оружия. Я погнал! Тула не только город-герой, а еще оружейная столица. Сзади меня как раз музей оружия. В музей пойдем попозже, а сейчас найдем Кремль. Старика упа. Вот человек себе на уху зарабатывает. А это у нас левша, потому что держит молоток в левой руке. Он плохие подковы сделал и разглядывает. Нам вообще-то надо Кремль найти. А еще я пряник хочу. А в Кремле? Культурное местечко вот такое есть. Вот тут люди отдыхают. А вот сейчас не вечер, так что никого нет. И жарко тем более. Я погнал! Давайте быстрее, пока тут не упал. Все, теперь балдеж. А вы думаете, что это такое? А это у нас счетчик. Он считает людей. Ну что, +1. Год назад Тульскому Кремлю исполнилось 500 лет. По легенде, этот Кремль строили те же мастера, которые строили московский. Кремль ни разу не захватывали. Раньше тут жили люди, и внутри Кремля было около 100 домов. А теперь только дорожки, газон и 2 собора. Ну, вот такие вот тут домики были давно. Там торговые ряды, и я хочу там пряники, так что я пошел туда паровозиком. Тут самовары, а я хочу пряник. Так что пока пропускаем, потом зайдем. Смотрите, какой пряник из мультика. Его мне из какого? Ну, можете написать в комментариях. А вот это уже другое дело. Тульский пряник. Вот, 1 рубль купил. А продали за 100 российских рублей. Все самоварчики тут в разной форме. Изучим те, которые в крутой форме, например, как этот домик. Вот такая избушечка на курьих ножичках. А это у нас самовар в виде чайника. Самый распространенный – это самовар банка. Вот это наш самовар, да? Дуля? Ну тогда дуля с маслом. Самовар яичко, потому что у него такая форма. А это у нас самовар паук. Длинный самовар, конус, то есть как сосиска. А это самый простой для продажи самовар. Самовар магазинный. Вы думаете, что это за конус? А это у нас кусок сахара. Вот на такие куски сахара делили щипцами и пили чай в прикуску. Такие маленькие самоварчики. Ну, выглядит так. Давайте я вам покажу еще поменьше. Такое за маленькое. Оно вообще работает? Ну, вроде бы оно должно работать, но нужна чашка 4 сантиметра, чтобы налить чай.
А вот это такой маленький местный Арбат. Давайте пойдем в музей советской игрушки. Вот с такими михами играют девочки. Такими скучными. Это у нас велосипед. Хоть что-то нормальное. И что приколы не ходят. А где-то кресло? Я что, да? Буду стоя? Вот там Тульский оружейный завод, а я пойду сейчас в музей оружия. Музей оружия, нам туда. Пушечки тут прям просто пушка. Тут оружие, сабли, винтовки. Ну что тут делает бутылочка? На самом деле это бутылка с зажигательной смесью. Бросаешь в танк, и он зажигается. Вот такой миленький волк и такими оружиями или такими мечами стрелять. Вообще звери. А вот это пистолетики карманного типа. Смотрите, какие крутые. Маленькие, но могут завалить. Видели, сколько оружия? Я не хочу, чтобы из этого оружия стреляли по людям, животным и птиц. Я хочу, чтобы люди стреляли только по бутылкам и банкам. Как всегда, по традиции надо купить шарик. А в Туле наша команда называется Арсенал. Пойдемте купим шарфик. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вас только лайк, подписка, ну и смотрите все ролики до конца. Всем пока!